Главная героиня этой истории – особенная собачка по кличке Липа, которая попала в приют вдруг еще будучи совсем щеночком. К сожалению, малютку поразила тяжелая болезнь, из-за которой она стала совершенно слепой. Для бездомного животного такой недуг чаще всего становится приговором. Миниатюрная Липа быстро привыкла к своему новому состоянию и научилась вслепую ориентироваться в пространстве. В играх она ничем не уступала своим зрячим сородичам, а если кто-то не знал о ее недуге, то догадывался о нем лишь по виду ее глаз. Конечно, пристроить такую собачку было довольно сложно, но все же нашлись люди, которые решили подарить Липе дом. К сожалению, прожив с ней несколько дней, они поняли, что не могут взять на себя такую ответственность, так Липа вернулась обратно в приют. Несмотря на болезни и перенесенное предательство, Липа не унывала и оставалась такой же открытой ко всем и жизнерадостной собачкой. Конечно, она остро нуждалась в повышенном внимании, любви и ласке, которые не всегда было просто получить в переполненном приюте, но волонтеры всегда старались уделять ей время по мере своих возможностей. Однажды необычную Липочку заметили Ирина и Глафира. Они начали приезжать в гости к собачке, общаться с ней и гулять, и вскоре Липа уже начала узнавать своих друзей, радостно виляя хвостиком при их приближении. Спустя месяц таких поездок Ирина и Глафира приняли решение забрать Липу домой. Как признаются они сейчас, им было страшно брать на себя такую ответственность, но теперь, спустя нескольких лет жизни рядом с этой необычной собачкой, они ничуть не жалеют о том, что стали ей хозяевами. Липа оказалась знатной выброжулей, и поэтому к Вига-фестивалю и встрече выпускников приюта мы стали готовиться заранее, рассказывает хозяйка Ирина. Навели марафет с прической, сейчас подыскиваем вечернее платье. В целом Липа уже полностью освоилась. По дому носится как электровеник. Очень полюбила дачу, гуляет там целый день. Выезжали на Иртыш. Липуша обнюхала все вокруг. Конечно, в незнакомых местах и с новыми людьми она еще побаивается, а в целом ее полюбила вся родня и все мои сослуживцы. Она и у меня на работе уже была. Очень ласковая и преданная собачуля. Мы очень любим ее. Прилагаю фото Липы, да и после стрижки. Сейчас, когда гуляем, все спрашивают, что за порода. Когда узнают, что дворняжка, да еще и из приюта, очень удивляются и задумываются, а может и нам осчастливить собачку из приюта, ведь они такие замечательные. Хозяева Липы очень надеются, что их история вдохновит кого-то тоже подарить счастье животному из приюта. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.